предыдущем видео мы рассказывали о столице острова Терсейра, городе Ангра-до-Эраижма. Мы побродили по его красивым улочкам и познакомились с его главными достопримечательностями. Сегодня мы отправляемся в увлекательное путешествие по острову Терсейра. Через ворота форта Святого Иоанна Крестителя мы поднимаемся на остатки потухшего вулкана Монте-Бразил. Перед нами кратер вулкана, давно поросший зеленью. С вершины Монте-Бразил открываются прекрасные виды на остров и город. А в хорошую погоду виден и остров Кабраш, который мы увидим еще и с другой стороны. По живописной дороге мы едем в старинный еврейский портовый городок Порту-Жудео. Рядом с ним находится смотровая площадка Крус-де-Канарио, откуда открываются замечательные виды на южное побережье и остров Кабраш. Если смотреть на остров из Ангры, то кажется, что это один остров. На самом деле Кабраш – это два острова. Наша следующая остановка – город Вила де Сан-Себастьян. Все достопримечательности находятся рядом с главной площадью города. Церковь Матери Святого Себастьяна – самая древняя церковь на острове. Она построена первыми поселенцами острова еще в 1455 году. Прямо напротив нее стоит империум посвященных Святому Духу. Империум – это небольшие часовни, выкрашенные в яркие цвета. Мы продолжаем путь по дороге между многочисленными пастбищами и ветряками на горный хребет Сера-де-Куме, где на высоте 545 метров над уровнем океана находится знаменитая смотровая площадка. В хорошую погоду отсюда можно увидеть весь остров, безбрежные пастбища, вулканические пики, бескрайние дали океана. Единственный недостаток – очень сильный ветер, который дует здесь практически постоянно. С хребта Сера-де-Куме мы спускаемся в очаровательный город Прая-де-Витория, расположенный на восточном побережье Терсейры. Город гордится своей историей, архитектурой, памятниками, среди которых следует отметить церковь XV века Матриш и церковь Санту-Кришту XVI века. Сегодня Прая-де-Витория – главный порт и океанские ворота острова. Из форта Санта-Катарина открывается замечательный вид на город и порт. По живописной дороге мы едем к одной из самых ярких достопримечательностей острова – пещере Алгар-ду-Карвао. Пещера Алгар-ду-Карвао возвышается на высоте 550 метров над уровнем океана и представляет собой древнюю лавовую трубу, иначе называемую вулканическим кратером. В
Впервые люди спустились в пещеру в январе 1893 года. Ее глубина 90 метров, а в самом низу находится озеро с кристально чистой водой. Глубина озера достигает 15 метров. Возраст пещеры составляет более 2000 лет, на протяжении которых образовались многочисленные кварцевые сталактиты и сталагмиты. Недалеко от пещеры Алгар-ду-Карвау находится Фармолы-Фурнаш-ду-Эншофр. Фумаролы – это трещины и отверстия, расположенные в кратерах, на склонах и у подножия вулканов, и являющиеся источниками выделения горячих сернистых газов. Насладившись пикантными запахами серных газов, мы продолжаем наш путь к живописному озеру Лаго-да-Шпаташ. Вокруг озера пышно цветут азалии, гортензии, кустарники и деревья, создавая уникальную атмосферу. Здесь, под тенью небольшого леса, оборудованы мангалы, туалетные комнаты, развлечения для детей. Все это делает озеро Лаго-да-Шпаташ отличным местом для отдыха и пикников. И, наконец, в завершении этого дня по очаровательной живописнейшей дороге мы отправляемся к природным бассейнам Бишкайтуш. Это самый известный пляжный курорт на острове. Притягивающие туристов бассейны образованы между скалами, которые возникли несколько веков назад в результате вулканического извержения. Раскаленная лава текла и остывала, создавая удивительные скальные образования, а впоследствии над ними дополнительно потрудились волны и ветер. На следующий день мы решили совершить восхождение на смотровую площадку пика Гаспар, вулкана, который извергался 15 тысяч лет назад. Наш гид безостановочно вел нас к цели сквозь заросли японского кедра, можжевельника и других растений. Через 1,5 часа мы достигли цели нашего похода и поняли, почему наш гид был таким неутомимым. Перед нашим взором предстало прекрасное озеро, которое быстро покрывалось облаками и уже через несколько минут практически исчезло из вида. Погода на Азорах очень переменчива, но уже через некоторое время вновь начало появляться солнце, и в завершении мы насладились великолепными видами. Мы спускались вниз, и дорога становилась все лучше и лучше, пока, наконец, по уже знакомой для нас трассе мы вернулись в славный город Ангара-ду-Эраижма, о котором мы рассказывали в предыдущем репортаже.